А в этом выпуске мы изучали красивые места на поездах и даже на один из них опоздали. Разведали новый парк, прокатились в трамвае 19 века и оценили весь люкс Нордельты. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Ола, ребята, вчера вечером Коля написал мне с предложением покататься на поездах куда-нибудь в сторону области. Вот, собственно, мы сейчас на нашей станции, вот приехал наш поезд, едем до главного вокзала Ретира и дальше садимся на очень необычный поезд. Заодно по пути сейчас встретимся с Колей. Коля по-любому сегодня опять с термосом пришел, да, Коля? С чаем, да. Ай. А то у него есть там одна термокружка. Там вроде думаешь, что чай, а там бац и мальбек. Вот, но нет, сегодня чаек. Пока что. А там посмотрим. Вот, мы доехали до Ретира. Очень удобное решение. Здесь в электричке сперва открывают двери в одну сторону, чтобы все вышли, а потом в другую, чтобы с другой платформы все зашли. Не сталкивают потоки, очень удобно. Доехали буквально за 20 минут. И каких-то 200 песо. Вы посмотрите только на эти поезда, это же вообще, это прикол. Вот так вот едем с открытыми дверьми. Это то, что мы и хотели увидеть на самом деле. Ну и, конечно, вагон очень сильно отличается от тех, что, на которых обычно мы ездим. Поезд. На что похож поезд? На индийский поезд. Там также сидят люди? Или чем похож? Ну, уже не похож. Уже двери закрыли, короче. Сейчас откроем. Когда будет, да, как-то адаптироваться. Главное, чтобы нас не выкинули отсюда. Через эти двери. Ну, собственно, вот так вот, без всяких там закрытия дверей поезд стартует, а дальше смотри сам. Хочешь закрывай, хочешь выходи. Слушайте, ну классные впечатления, мы, конечно, прокатились с ветерком, вот, и виды красивые. Вот, в общем, такой опыт тоже интересен. Ну, вообще, мы недалеко отъехали, на самом деле, всего-то 4 станции, но зато мы выехали за пределы столицы, и сейчас вот за МКАДом находимся, так скажем. Вот, то есть мы уже в провинции, но тут прям ощущается вот такая одноэтажная Америка, Латинская Америка. Маленькие домики, мало трафика машин, очень уютно, очень. На самом деле есть в этом какое-то прям удовольствие выезжать погулять, посмотреть новые места. И несмотря на то, что в принципе провинция Буэнос-Айрес плюс-минус похожа, ну вот по конструкции городов, по архитектуре, все равно каждый город чуть-чуть да отличается, и все равно очень интересно и как-то свежо, так скажем, во впечатлениях. Ну и мы сделали пересадку на Трен де ла Коста, поехали вдоль побережья, остановились на той станции, где
есть ресторанчик. Погуляли по набережной, зашли сейчас перекусить в ресторанчик. Хорошенький он все-таки, уютный какой-то, красивый. И еще тем более, что на станции периодически приезжает поезд. Какой-то вот у него старинный дух, притом такой благородный старинный дух. Вот. Нам нравится. Мы доехали до Сан-Исидро. Ну, мы-то с Дашей тут были уже раза 3, наверное, 4. Ребятам просто решили показать. Вот, кстати, насчет Сан-Исидро была недавно история, целое ограбление века, где 200 с лишним метров банда рыла подкоп до банка, и буквально за 3 метра до назначенной цели обнаружили их творение, обнаружили преступление, намечающееся, и задержали их. Притом, похожее ограбление века уже было. Ну, в общем, я об этом подробно писал у себя в телеграм-канале. Пожалуйста, заходите, читайте, действительно очень интересно. По сути, да, то, что мы живем прямо возле исторического места, это как будто сценарий какого-то фильма. Ну, в общем, читайте все в телеграме. И, наконец-то, впервые за долгое время мы доехали до Тигра по маршруту Трен де ла Коста. Доехали прям до какого-то развлекательного парка. Вот. Народу мало, людей почти реально нету. Где все, непонятно. Но зато мы попали прямо к входу в казино. Поэтому, кому интересно, все тут есть. Да, Тигры, конечно, это местная Венеция. Очень много воды, каналов, много лодочек, можно покататься, можно просто погулять. Здесь есть прекрасный, красивый музей. Правда, видел я его только пока что снаружи, но снаружи он прекрасный и красивый, как я и сказал. Также сюда просто хорошо приехать в выходной день, посидеть у воды, попить маты и просто отдохнуть. Но на удивление сегодня действительно очень мало народу, а может это и к лучшему. И не так жарко, поэтому очень комфортно. Мы с ребятами сегодня такой хороший маршрут проделали, довольно большой. И это еще не конец, мы пойдем гулять по набережной. Сегодня здесь прекрасно, мало людей, хорошо, свободно, можно свободно идти, гулять, дышать свежим воздухом, ветреным. Вот. Рекомендацион в будние дни. Поддерживаю. Мы тут пока с ребятами гуляем, Колян нам английские анекдоты рассказывает. Вот, высшее общество, однако. По видеосвязи там родственники, не родственники, и начинают, они телефон положили и тапками начинают забивать оппонента. Его бить. Оппонент видит это и свой же телефон начинает бить, понимаешь? И это какое-то просто мракобесие. И ты в Ютубе находишь подборку 10 часов вот этого мракобесия. Там местами цикл идет, конечно, но все равно. Очень странное мероприятие, если ты увидишь это где-то на экране. Коляна вообще надо иногда на крылатые фразы разбирать. Там обычно все очень смешно. У нас прикольная компания сегодня собралась с разными историями. И, кстати говоря, у нас тут цветет, как это, сирень. Типа сирени называется. Вот мы вот в таком вот в сиреневом навесе собрались и просто смотрим на воду, на кораблики, отдыхаем. Маршрут классный, и на этом маршруте мы не разведали, на самом деле, еще очень много. И эту историю можно продолжать и продолжать. Ребят, вы-то вообще в первый раз ездили по нему, как вам? Ну да. Все супер, все классно, все было здорово. Все, спасибо всем. Рекомендацион. Да, это наш рекомендацион. Ну все, хорош, я не Все, настолько ребят, специалист. давайте, счастливо. До новых встреч, пока-пока. Shitty
we hit the road. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops, 'cause when I wanna. Сегодня мы отправимся на прогулку по Буэнос-Айресу, посмотреть новый парк, разведать новые интересные места. Taste of the good life, hit me with it right now, minute. Этот парк совсем новый. Он открылся буквально несколько месяцев назад напротив парка Тьерра-Санта. Кстати, можете посмотреть у нас по ссылке, мы там уже были. Здесь есть все для хорошего отдыха. Вода, зеленые зоны и вид на аэропорт. Представьте, можно просто отдыхать и смотреть на самолеты. Baby, I don't have to know your real name. I'm just addicted to the way you take the pain away. Nothing matters when we're ready. Но для тех, кто хочет лучший ракурс, тут есть даже смотровая площадка, специально оборудованная. Поднимаешься на нее, и вся взлетка перед тобой. На самом деле, мне еще очень нравится, что здесь вдоль дороги находятся вот эти фудтраки с уличной едой. Всякие там чорипаны, газировочка, пивко. И вот, получается, сидишь ты, с одной стороны у тебя парк, с другой стороны взлетка и самолеты, взлетающие и садящиеся. Тут же деревья с попугаями, сидишь ты под зонтиком и наслаждаешься жизнью. Ну, красота ведь, да? Мы приехали на юг города, в район Кабашита, посмотреть самый старый трамвай в Буэнос-Айресе, который все еще на ходу, все еще возит людей. Это такая машина времени на колесах, все еще крутящихся, между прочим. Но приехали посмотреть сюда не только мы, видимо, место действительно популярное. Здесь прям несколько групп, человек так по 20-25. Я так думаю, что очередь растянется, ну, наверное, на час. Да, я думаю, не меньше. Вот, значит, вообще в Буэнос-Айресе раньше были трамваи. Их было достаточно немало. Даже в центре, там, где парк Лас-Эрос, до сих пор есть рельсы. И в некоторых местах города я также периодически замечаю. Но в целом, ну так, масштабно трамваи убрали. И посмотреть на них можно, вот, если только в музее. Но в музее на колесах, конечно же, в таком, как этот. Вообще удивительно, что трамваи появились в Буэнос-Айресе в 1863 году. Представляете? А в 1897 уже эти трамваи стали электрифицированы. И к середине 20 века трамвайная сеть достигала больше 800 километров, объединяя провинции от Сан-Исидро до Кильмеса. Удивительно. На самом деле это была одна из самых больших трамвайных сетей в мире и самая первая в Латинской Америке. Кстати говоря, учитывая, что метро здесь появилось в 1913 году, это почти что на 22 года раньше, чем в Москве. В Москве, насколько я помню, в 1935 году. Представляете, какая прогрессивная была страна Аргентина, и какое величие, и какой рост технологий был тогда. Вот. А сейчас вот тот самый трамвай электрический, который курсировал тогда, в 1897 году, ездит и сейчас. На нем мы сегодня и прокатимся. Этот трамвай относится к музеям Буэнос-Айреса, и, честно говоря, был очень удивлен. Несмотря на то, что сам трамвай бесплатный, прокатиться на нем абсолютно бесплатно, также я был удивлен, узнав, что вдоль этой стены перед поездкой идет полноценная экскурсия. 40 минут нам рассказывали про трамваи Буэнос-Айреса, про развитие сети трамвайной, про электрификацию. Очень интересно, я немножко понимаю, вот, и это особенно интересно, но я в чат GPT вбил запрос, и он мне там вообще все рассказал. Вот. Короче говоря, да, экскурсия классная, вот, и здорово, что это действительно абсолютно бесплатно, ну, доступно для людей. Хочешь образовываться, интересоваться? Bienvenido, welcome.
интересное ощущение, как будто реально едешь на машине времени. Тут вообще из другого поколения, не то чтобы из другого века. Все интерьеры, похоже, что остались оригинальными. Даже в начале пути машинист позвенел в колокольчик, и только после этого поехали. Фу, ребята, вот такая ерунда с нами все время. Ну не умеем мы вовремя приходить, блин. 5 минут до поезда мы бежим на станцию. Иначе придется потом ждать еще полчаса. И наш план пойдет по одному месту. Фу, но я думаю, что успеем. Очень впритык. Блин, обидно, что так все время. Чё-то надо с этим делать. Это чертовски обидно. Опять, это тебя доживее не чувствуешь? Фу. Это очень обидно. Когда перед твоим носом закрывается, и ты смотришь, как твой поезд уезжает. Но мы это уже испытали один раз в Грузии. Тогда такая ситуация порушила наши планы жестко. И мы добирались потом не поездом, а ночным автобусом. Переиграли маршрут. Ну, в итоге все получилось, но через одно место. Ну вот, в общем, вот так вот. Ну, либо будем сидеть ждать, либо поедем автобусами. Ну, на поезд мы не успели, зато провели полчаса на детской площадке. Еще раз убедились в том, что Теона боится качелей почему-то. Она прям вообще впадает в истерику, ногами дергает, руки тянет, заберите меня. Вот, ну так, выдохнули. Скоро приедет наш поезд, поедем. То есть полчаса мы тут погуляли. Хотя пришли раньше на 5 минут на станцию с детской площадки, ну и поезд приехал раньше. В общем, все четко, но лучше приходить действительно заранее, чтобы не оплошать. 5 минут проехали, и у нас сейчас пересадка. Ради этого ждали. Наша пересадка, по сути, находится на МКАДе, поэтому мы стоим на трассе в сторону Буэнос-Айресовской области и ждем, когда приедет наш 430-й автобус. В итоге мы прождали этот автобус на трассе очень долго и решили, что вдруг он просто не ходит там. И поехали с пересадкой через Тигре. Здесь, как всегда, очень красиво, очень уютная атмосфера, красивые домики, прям маленькие частные виллы, очень ухожено все. В общем, Тигры это да, такой северный богатый район, вот, но мы едем в еще более презентабельный и роскошный район Нордельта. Мы пока доехали, я реально уже проголодался, и мы решили, чтобы не тратить час еще на кафешке, возьмем что-нибудь на ход ноги и где-нибудь перекусим. И оказалось то, что в Джумбо там очень большой отдел готовой еды, и мы много всего смогли выбрать, но взяли не так много. И вот так вот спонтанно мы устроили пикничок. Прямо как в книге «На обочине у дороги». Я взял салат де руса, ну, типа оливье, но, конечно же, нет. И рис там с чем-то, с морепродуктами какими-то. Сейчас до него дело дойдет чуть позже. Вот так вот мы хорошо на скамеечке тут обосновались.
А тут у нас какой-то столик. Вот, в общем, все хорошо. А вот посмотрите, каким знаком обозначаются парковки для беременных. Очень мило, как мне кажется. Сердце внутри девушки. Ну, а здесь по-другому. Ребят, ну ощущение, что Нордельт это такая Барвиха. Тут одноэтажная застройка, здесь закрытые коттеджные поселки, торговые центры, лакшери жизнь, все очень красиво, люди красивые, вещи красивые, машины подороже. Вот. Но ходить здесь надо много, вот. Либо передвигаться на авто. Вот. Очень не прогулочная эта часть, хотя и симпатичная. Тут красивые вещи, вот, и стоят они соответственно. Ну вот, например, лук, да, вот такой образ создали. Тут вот в белых тонах, ну вот в белых тонах, давайте. Сумка $345, кроссы 530 долларов, штаны 380, рубашка $320 и свитер 250 долларов. Итого образ, ну и что-то я не посчитаю, почитайте сами. Вот. Ну, в общем, серьезно, достойно. Вот. Я думаю, что в магазинах, например, в каких-нибудь элитных загородных поселках, ну, Барвиха, например, там, наверное, тоже цены не меньше. Вот, поэтому окей. А это, видимо, чья-то бабушка приехала за подарками. Ну или, я не знаю, у кого еще может быть такая машина. Ребят, да, ну это красиво, это красиво. Мы сейчас вышли так случайно прямо на берег какого-то вот из каналов здесь. А тут яхты стоят, а тут ресторанчики. А это хорошо, а это нам нравится. Да, выглядит здесь, конечно, красиво, но как-то кажется, что на долгом промежутке времени, наверное, скучно. Тут очень тихо, да. Тут люди гуляют, особо ничего такого нету. Ну, да, есть торговый центр, есть там мясной магазин, есть супермаркет. Очень красиво выглядят вот эти кирпичные дома с видом на воду, на яхты. Да, вот это вид прекрасный. Вообще вид на воду – это прекрасно. И, как правило, недвижимость с видом на воду всегда стоит дороже. Вот, сама прогулочная зона здесь не очень большая. Собственно, вокруг вот этой вот марины, вот этой бухты, и все. И дальше мы тут встретили русскоязычных ребят. Они подсказали, да, что в другой стороне там есть еще какая-то зона, где даже капибары бегают через дорогу. Вот. Если мы останемся еще в силах, мы дойдем и посмотрим. Ну, а нет, так посмотрите вы и расскажете. В комментариях, конечно же. Я, признаться, был немного удивлен, что когда мы выходили с территории торгового центра, тут КПП, и мы выходили пешком с коляской, попросили, вот там прям турникет, надо приложить ДНИ, и только тогда турникет тебя пропустит. Просто удивительно, зачем? Я просто выхожу из торгового центра, зачем предъявлять паспорт, грубо говоря? Неясно.
Потому что мы заходим на территорию какую-то, ну, где тут люди живут какие-то, видимо, вот, поэтому да. Ви- Там тоже Везде какие-то люди живут, но мы что-то нигде раньше паспорт не показывали. Да, очень странно. Ну да, такой район. Ну, не зря висел знак на дороге, что тут ходят животные. Мы перешли на другую сторону и увидели капибару. Капибара. Капибара. Если резюмировать, место на самом деле очень красивое, очень ухоженное. Здесь действительно можно отдохнуть от улиц Авенит и Квадр, от постоянной застройки, просто погулять. Здесь прям широко и хочется прям вдохнуть поглубже и раскинуть плечи. Но выбирайте сюда правильный маршрут, потому что мы ехали с кучей пересадок, очень долго сегодня ждали все виды транспорта. И, конечно, если мы сюда еще и поедем, то будем знать, что надо ехать с улицы Кабильда на 60-м автобусе, чтобы напрямую. Вот. А так, в целом, да, сюда можно приехать на денечек погулять. Не сказать, что здесь очень много всего интересного, но просто походить с красивыми видами, порадовать глаз, подышать свежим воздухом, увидеть яхты и капибар, я считаю, отличный план на один выходной день. Поэтому все, мы отправляемся домой.